Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Красава, красава. Я тебя научу танцевать, кстати. Всем привет! Hello, друзья! Это Орел и Решка Земляне, и мы прилетели в гости к болгарам, да? В смысле нет? Мы что, речь перепутали? Что? Ладно, шучу. Короче, у болгар такая фишечка. Когда ты делаешь вот так, Да. это означает да. Когда ты делаешь вот так, это означает нет. Ну, все наоборот. Предлагаю за это кинуть волшебную. Давай. Да? Давай. Орел. Решка. Как красиво. Давай. Па-пара-па. Ты победил? Орел. Па-пара-па. Ау! А ты знала вообще, что Кирилл с древнеболгарского это обозначает безлимитная карта? В смысле? Если что, ты не надела на второе Я плечо. тут не разоб... Я пойду знакомиться с болгарочками теперь, а ты будешь, не знаю, болгарочки. Болгарский перец к вам идет. Болгары очень близки нам, земляне. Меня зовут Марин Тодоров, я болгарин. Внешне похожи на нас. Пишут такими же буквами. Ну разве они могут нас чем-то удивить? Но если присмотреться, то окажется, что у болгар «да» — это «нет». Едят они со стула, а сидят на столе. Болгары любят свою каку, на 8 марта поздравляют майку, а в ЗАГСе целуют булку. Вот сегодня и узнаем, где мы разные, а где похожи, как 2 капли воды. Ну что, мальчики и девочки, заказал себе самую дорогую тачку, которую только здесь делают в Болгарии. И вот не знаю, что приедет, не знаю, чего ожидать. И вообще, в Болгарии в принципе делают машины? Чего? Is this my car? Да двери наверх открываются. Я такого в жизни не видел. Искренне, честно. Болгарский суперкар. Звучит как прикол.
Но это вполне реальная гоночная машина, и называется она Sin R1. А за рулем собственной персоной ее создатель. Меня зовут Росин Даскалов. Я болгарин. Я профессиональный гонщик и проектировщик автомобилей. И у меня работа мечты. Я строю спортивные и гоночные машины, вроде той, что позади меня. It smells like car for rich man. Ну да, залазить не очень удобно на самом деле. Ага. О, слушай, такое ощущение, будто мы сейчас взлетать будем. О май гад! Болгарская валюта называется тут лев. И я свои $100 разменяла на 159 левов. Или львов. Или как там будет правильно. Болгария – самая бедная страна Евросоюза. Может, такси тут мне будет по карману? Скажите, пожалуйста, сколько стоит такси до города? До центра? Си. 15 лев. 15 лев. Дорого? Недорого. Недорого? Нет. А метро сколько? 2 лева. А где метро? Вы не знаете? Отсюда, если поедешь 150 метров направо, там находится метро. О, супер. Туда, да? Да. Хорошо. Спасибо большое. Как попало человек. А какой хороший. Спасибо большое. Попало человек. Блин, где метро? Ну, направо иду и ничего. Где метро? Не подскажите, пожалуйста, мне тут все говорят направо, я иду направо, и не получается найти. Это направо, прямо. Прямо? Прямо, а на болгарский надясно Да. и направо. У вас наоборот? Наоборот, да. Ого, спасибо большое. Нет за Все, что. до свидания. Все, мне теперь стало понятно. У них тут все наоборот, ребята. То, что знают тут русский язык, это не значит, что тут вам все будет понятно. Потому что направо по-болгарскому это прямо. Вот почему я не могла найти свое метро. А вот мое метро. Прямо. Спасибо. Так, ребята, смотрите, какой классный лайфхак. Одноразовая поездочка стоит 1,6. А на целый день 4 лева. Так что вот вам лайфхак. Это очень-очень экономно. My friend. А какая самая большая скорость у нее? Более 300 километров в час. 300. Сколько стоит эта машина? Эта машина стоит 300 тысяч евро. 300,000 евро. 300 тысяч евро за тачку. Но это самая дешевая эксклюзивная машина ручной сборки в мире. Наши конкуренты стоят по 1,5–2 миллиона евро. Обычным болгарам такие тачки могут только сниться. На местных дорогах практически нет машин младше 5 лет. Из-за того, что внутри Евросоюза растаможка не нужна, в Болгарии полно авто-секонд-хенда из Италии и Германии. Но при этом у нас в Софии больше всего мерседесов С-класса на душу населения, чем в любой другой столице. У нас богатые люди любят себя показать. Вот смотрите, у меня все отлично, у меня есть деньги. Такой менталитет. У меня такое ощущение, что я нахожусь где-то за границей, потому что посмотрите на этот вагон. Очень похож на наш. Еще и люди по внешности почти точь-в-точь, как наши люди. В этом ничего необычного, ведь болгары тоже славяне. Смотришь по сторонам, и такое ощущение, как будто едешь в метро где-нибудь в Харькове. Архитектура в Софии очень похожа на наши города.
Вот такие же остановочки, такие же заборчики, такие же балконы, где вещи сушатся, и там куча всего с велосипедами. Прям чувствуется вот свое родное. Вот, пятиэтажка. Обычный подъезд. Конечно. Очень похоже, да, очень похоже на наш. Болгария была ближайшим другом СССР и, говорят, даже просилась в его состав. Поэтому строили здесь как будто по одним и тем же чертежам. Дешево, практично и безвкусно. Ехала в центр Софии, а приехала на Хрещатик. Гуляя по Софии, нельзя не улыбаться, читая разные вывески. Смысл некоторых понять еще можно. Косметика. Очакуйте скоро. Шоколадово іскушення з ванілов сладолет. Неділя – почивен день. Влізането в магазин задолжительно смазки. Но попадаются и совсем загадочные. Специализирован магазин за здравословні храні ядки. Дрипні. Заложна коща. Список на всічки страхотні неща. Мандра могила. Хоть и наши буквы придумали болгарские монахи Кирилл и Мефодий, когда читаешь, выглядит, как будто я пишу сообщение, но забыла включить Т9. Вот, например, «Здравейто на 10-е ночи». Приоритет номер 1. А еще болгары почти во все слова засовывают твердый знак. Даже по несколько. А читается он на самом деле как что-то среднее между «ы» и «э». Вот, например, «гилып». А это «игл». А теперь откройте свои тетрадки. Еще один урок болгарского с Мишель. Яйца научи. Яичница глазуня. Кака – старшая сестра. Задушена царевица. Тушеная кукуруза. Пердета – занавески. Хосмукачка – пылесос. Задрыствание – пробка на дороге. А известный нам с детства собачий вальс болгары называют «котишки марш». А еще в болгарском языке есть слова, которые, очень отличаются от наших по смыслу. Хотя звучат так же. Если попросить в магазине дыню, пожалуйста, то вам дадут арбуз. Попкорн. Не, пуканки. О, невеста по-болгарски будет булка, поэтому здесь жених в ЗАГСе целует булку. Здравствуйте, можно стол? Да. Спасибо. Нет, я не ошиблась. Здесь стол – это стул. Страхотно. Это комплимент. Я классная. Спасибо. Если вы думаете, что это все смешно, то вы еще не знаете, как на болгарском Дед Мороз. Коетва. Дяду Мороз. Деду Мороз. Олежа, не пипай мою торбинку. Про болгар в столице вам Мишель расскажет. А я поехал смотреть на место, где крутятся самые большие деньги в Болгарии. Ну что, вот он, самый прибыльный бизнес Болгарии. А вы чего ожидали увидеть? Бизнес-центры, дорогие банки, какие-то офисные здания? Не, розовое поле. Есть страны, богатые нефтью и алмазами. А главное богатство Болгарии – это розы.
Из них получают дорогущее розовое масло, без которого не может обойтись ни один флакон элитной парфюмерии. Его добавляют для аромата и стойкости запаха. В общем, здесь я договорился встретиться с владельцем этого бизнеса, с настоящим розовым магнатом. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Марин Тодоров. Меня зовут Марин Тодоров. Я болгарин из города Казанлык. Мне 74 лет и 48 лет занимался розами. Мы производим розовое масло. Наверное, самое лучшее в мире. Масло делают не из тех роз, которые дарят тещи на юбилей. Это особенные, маслодайные дамасские розы. Они цветут невзрачно, зато в них много нектара с сильным ароматом. Розы собирают только 20 дней в июне и только утром. Тогда в них больше всего нектара. От 3,5 тонна 1000 килограмма се получава 1 килограмм масло. Сколько 1 килограмм розового масла? 1 килограмм стоит 5-6 тысяч евро. Ого! Примерно 266 вот таких пакетов превратятся в 1 килограмм масла. Целое розовое поле в бутылке. Кстати, килограммами розовое масло измеряют потому, что вес легче проверить, чем объем. Весы всегда под рукой. Спасибо. У меня в Болгарии девиз простой. Всего да побольше. А с другой стороны, зачем скромничать, если в руках премиальная карта MasterCard? С ней любые запросы и хотелки решаются в пару секунд. Быстрая и бесконтактная оплата в любой точке мира. С MasterCard ты получаешь больше. Пока Кирилл там цветет и пахнет, я продолжаю гулять по Софии и выяснять, чем жизнь болгар отличается от нашей. Вот еще одно интересное отличие. Вся София стоит над минеральными водочками, так что сейчас водочками. Что, с акцентом сказала? Водочками. Вся София стоит над минеральными водами. Сейчас пойдем попробовать эту водичку. Ага, она теплая. Конечно, освежиться не получится, потому что тут очень теплая вода, даже пар идет. Ой, но она мягкая очень. Как будто вот там есть кремчик какой-то. Хорошо для кожи, наверное. Ну, на вкус она такая, чуть-чуть чувствуется металлический вкус. На запах не очень приятно, вот как пропавшееся яичко. Из этих источников хотели провести водопровод по всей Софии. Но из-за большого количества минералов в воде трубы быстро завивались. Поэтому власти отказались от этой идеи, и горожане приходят за полезной водой сами. Скажите, почему весь город берет эту воду? Потому что нема никакой добавки. Можно ее пить на каждый день? 2-3 часа да седи без капачка. Это минерали трябва да излязат. Угу. Еще одна особенность. Местные, которые сидят на корточках перед какими-то окошками. Болгари называют это место клекшоп, что обозначает «присядь и купи». Такие магазинчики появились еще в 90-е. Арендовать целое помещение было очень дорого, потому легче всего было взять такие полуподвальчики и делать такие магазинчики. Ого! Нифига себе, здесь роз. Очень. А сколько роз. здесь тонн? Наверное, килограмм? 3-4 тонны розы есть. Именно здесь лепестки розы начинают свой путь, чтобы потом попасть в ваш флакончик духов.
Давай. О! Ой-ой-ой! Что здесь происходит? Крути. Получилось. За зарплатой куда приходить? Розы закидывают в здоровенные чаны и сквозь лепестки пропускают горячий пар, который вытягивает из них эфирные масла. Затем розовый пар постепенно охлаждается и стекает каплями в соседнюю емкость. Это и есть дистилляция. Это как самогон делаем. Как самогон. Как самогон, да. В удачный год фабрика Марина может приготовить до 100 килограмм масла. Умножаем на 6 тысяч за килограмм, получается 600 тысяч евро. Вот розовое масло. Обалдеть. Это 500 грамм. 500 миллилитров. 500 миллилитров. Смотрите, в моих руках 3000 евро. Шиковать так Вот шиковать, терминал, правильно? давайте. Спасибо большое. Здесь розовая вода, пол-литра. А, класс, класс, оно очень вкусно пахнет. Розовая вода – побочный продукт производства масла. Стоит копейки в любой болгарской аптеке, и местные берут ее литрами. Главное не перепутать пищевую и косметическую. Я каждый день... Она горькая немного. Она горькая, это натуральная розовая вода, и она горькая. Каждый день я пью литр-два. Такой воды? Такая вода, да. Мужчина дает силы, Ага. а дамы будет самая красивая. Примерно 50-100 лет назад каждая семья имела 0,1 гектар розовая плантация. Моя семья имела 0,2 гектара розовой плантации, они обрабатывали. Для Болгарии, для Козелник это не только бизнес, но и культура. Чтобы познакомиться с самым известным болгарином, болгарским перцем, я пришла на женский базар. То есть на женский базар. Пошлите. Базарчик как базарчик. Пока что от нашего ничем не отличается. Женский он потому, что давным-давно на этом месте продавали женщин. Точнее, бедные родители продавали своих дочерей в качестве служанок в богатые дома. А сейчас на женский рынок нужно идти, чтобы, во-первых, улучшить свои знания болгарского. Тиквички – это кабачки. Ягоди болгары так называют клубнику. А это батладжан, наш баклажан. А вот что будет, если в Болгарии попросить болгарский перец? Это болгарский перец. Това е български пипер, да? Пипер. Пипер, да, чушка. 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 Вот тут называют чушка. Нет, это же болгарский перец. Болгарский пипер? Чушка. Чушка. Наша постоянная рубрика «Болгарский язык». Вашего внимания, сильно лютый. Приятно лютый. Очень острый. Нормально острый. Нормально острый. Нормально острый. После урока болгарского нужно идти в кафе прямо на рынке, чтобы попробовать любимые блюда всех болгар. О, здравствуйте. А это что у вас? Очень похоже на наши фаршированные перчики. Чушка. Я так и знала, что мы найдем болгарский перец в Болгарии. Полная чушка. Так, для начала пару слов о болгарском перце. Во-первых, родина сладкого перца никакая не Болгария, а Южная Америка. Уж поверьте мне, боливийки. Просто в Советский Союз завозили перец, выращенный в Болгарии. Вот и прижилось название. А во-вторых, фаршированный перец тоже не болгарское блюдо. Его болгары подсмотрели у турок. Фух, вот мои перчики. Ароматно.
красный больше, чем зелененький. Так, я не понял, это постный перец или это перец фаршированный с рисом и чуть-чуть, ну прям, ну чуть-чуть фарш. Ну, если это можно назвать фаршем. Ну, потому что тут нет мяса. Я не понимаю, это я такая голодная или она на самом деле вкусненькая, как домашняя, как бабушка бы приготовила. Специи есть, ощущается. Рис не переваренный. Мяса мало, да, но вкус мяса чувствуется. Я узнала, что хоть болгари любят чушки, но лучший овощ для них – это мясо. А любимое национальное блюдо – совсем не фаршированные перцы, а свиная каверма. Это свинина с овощами, тушеная в масле. Чтобы разгадать загадочную болгарскую душу, я отправлюсь в место, которое ценит каждый болгарин. Но сначала нужно доехать туда на автобусе. У меня есть билетик. Мне предстоит дорога в горы, в древний Рильский монастырь. Состоятельный болгарин может позволить себе арендовать президентский номер, скажем, да? Или пентхаус, или целую виллу. Но я пошел еще дальше. И арендовал себе целый замок. Да, обалдеть! Класс! У! Владельцы этого замка позиционируют его как пандемический. Потому как, когда в мире началась вся эта заваруха с коронавирусом, самоизоляцией и так далее, болгары быстренько сориентировались и устроили вот такой сервис. Здесь можно было переждать всю эту суету. Что же есть в замке для комфортной самоизоляции? 6 спален, ресторан, спа-зона, виноградники и кролики. Пацаны, как дела? Вы тоже здесь коронавирус пережидали? Пацаны со мной не общаются, я понял, спасибо большое. And I want to pay, and I want my key. Yeah? Oh. Nice. Thank you very much. Давай. Давай. Oh. Здесь прям пахнет королевским величеством. О, вот камушек и дерево, сочетание просто потрясающее. Еще послушайте. Лесенка скрипит, как в какой-то сказке, знаете, там, про принцесс, королей и так далее. Пойдем в комнату смотреть. Что? Это лифт? Так, сейчас все точки над «и». В замке есть лифт. Оу май! Ничего себе! Хорошо, что он не из камушков сделан и дерева. Замок устроен необычно. Наверху есть панорамная лаунж-зона. Блин, насколько же это все-таки прикольно иметь панораму, вот 360. Класс. Туда пойду, туда пойду. Куда хочу, туда иду. Вот сюда пойду сейчас. Ля, какая красота. В Болгарии настоящих классических замков всего ничего. На всех миллионеров не хватит. Вот те, кто побогаче, и строят себе такие замки-подделки. В 2 часах езды от Софии есть горы Рила. Туристы сюда приезжают кататься на лыжах. Вон, видите, до сих пор снег лежит. А болгары едут сюда, в Рильский монастырь, который называют болгарским Иерусалимом.
Монастырь больше напоминает крепость. В центре каменный храм и смотровая башня, которой целых 700 лет. Двор монастыря окружен чем-то вроде крепостной стены. Но в ней находится келья монахов, старинная библиотека и комнаты для паломников. И говорят, в них пускают обычных туристов. И посмотрите, регистрация на гости, регистрация в монастыре, ресепшн. Hello. Христос воскрес. Воистину воскрес. How much cost a night here? 30 лева. Ага. There is any rules here? Трябва да се съобразявам. В монастыре есть устав, с которым нужно считаться. Задължително. Есть время, когда идет служба, и все монахи там. Нужно прилично одеваться, обязательно прикрывать руки и ноги. В 9 вечера ворота монастыря закрываются. Ночевать в монастыре считается большой благодатью. Виждате по-добре. Ух ты. Ну, слушайте, чистенько, белая простынь. Я чувствую себя тут как, я не знаю, как на каком-то маленькой дачке. Тут прохладненько. Как красиво! Вот это да! Природа, лес, река, которая звучит так мощно. И тут я буду ночевать. Вот это красота! Несмотря на то, что тут 3 кровати, неженатых женщин и мужчин в одном номере не селят. Вы понимаете, да? Монастырь. Так что, Олег, вот это... Я женат. О, хорошо, я вообще ни на что не претендую, а я нет. I'm a single lady, I'm a single lady. Так что, спокойной ночи. Болгары, они, по сути, такие же, как и мы. Только все наоборот. Направо – это прямо, стул – это стол, дыня – это арбуз. В общем, доброе утро. Ой, спокойной ночи. Ой, пора немножечко отдохнуть и в путь дорогу. Что у меня в комнате делает летучая мышца? До свидания. Подожди, мне страшно. Честно, если вы хотите сказать, что ведущий «Орла и решки» боится летучей мыши, мне потому что я боюсь летучей мыши. Сами спите в этих комнатах, а у меня их 4. Я пошел. На самом деле, спать это, конечно, хорошо. Фух, но надо ехать дальше знакомиться с болгарами. Доброе утро, земляне. Доброе утро. Всем посетителям надо ходить на службу, да, в 7 утра. Может, не обязательно. Если вы думаете, что службы у них такие же, как у нас, нет, наоборот. У нас службы такие, как у них, потому что болгары приняли христианство в 9 веке, а мы в 10.
слышите этот язык? Вот этот тот самый непонятный, который на наших службах проходит. Так что вы понимали, это древний болгарский язык. Дело в том, что создатели нашей азбуки, Кирилл и Мефодий, были болгарами и переводили Библию на свой родной язык. Мы называем его церковнославянский, а на самом деле это древнеболгарский. Болгария — это не только София и розы. Настоящую, бурлящую болгарскую жизнь лучше искать в городке Пловдив. Тут уже чувствуются настоящие Балканы. Терракотовая черепица на крышах. Сразу понимаешь, что ты на теплом юге. Пловдив – один из самых старых городов Европы. Представляете, он даже старше Рима и Афин. Знаете, из окна суперкара на самом деле многого не увидишь. А я хочу почувствовать всю атмосферу и колорит этого города. Поэтому отправляемся гулять пешком. Что тут делать? А просто стать и наблюдать за уличной жизнью, как за театральным представлением. Ну что, как вам город? Блин, мне очень понравилось. Атмосферно, уютно, классно. Но я бы хотел вам показать еще другую сторону этого города. Я надеюсь, что это будет какой-нибудь своего рода эксклюзив. Ну что, обещал вам эксклюзив? Получайте. Это самый большой цыганский район в Европе. О. Это Столипиново, район, где живут 50 тысяч цыган. Сами болгары его стыдятся и обходят 10-й дорогой. Но с тех пор, как британский таблоид Daily Mail назвал Столипиново худшим в мире направлением для отпуска, каждый уважающий себя турист-экстремал хочет сюда попасть. Давайте сядем в машинку, потому что я себя не особо комфортно здесь чувствую. Чужаку сюда ехать рискованно, тем более с камерой. Поэтому я взял своим гидом местного за 300 баксов. При условии, что мы не будем показывать его лицо. 80% всех европейских цыган живут именно вот в Болгарии и в Румынии. Ромы – это целых 10% населения Болгарии. У них есть паспорта Евросоюза, но живут они по своим законам и правилам. Столипиново – это по сути цыганское гетто. Прям очень грязный район. О, вот о чем я говорил. Вот об этом. Просто горы мусора, хотя рядом стоят мусорные баки. Ого, чувака там побили. Лет 40 назад, чтобы ромы не устраивали свои таборы где ни попадя, им выдали бесплатные квартиры в многоэтажках. Но для людей, которые привыкли кочевать, это было настоящим культурным шоком. По рассказам жителей Пловдива, ромы почти сразу сожгли паркетные полы, лифты сдали на металлолом, а мусор стали выбрасывать прямо из окон. Без стен, первый этаж квартир без стен. Ромы – это земляне со своим укладом жизни, который пока ни одно правительство не смогло поменять. Никогда еще выход из машины для меня не был таким тревожным. Потому что никогда не знаешь, чего можно ожидать от местных. О, музло рубит.
Место мне нравится, когда мы снимаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Просят выключить камеру. Так, давайте, наверное, поедем отсюда. Хорошо, чтобы у нас сейчас ничего не началось. Каждый народ лучше всего узнается по его главным праздникам. У бразильцев есть карнавал. У баварцев – Октоберфест. А вот у болгар, вы не поверите, это школьный выпускной. Я тоже хочу, чтобы у меня был выпускной. Раз в году Болгария становится с ног на голову. Выпускники съезжаются к своим школам, и двор обычного спального района превращается в парковку возле казино в Монте-Карло. Мерседесы, БМВ, Мазерати? А это что, ребята? Это же Rolls-Royce Cullinan за 700 тысяч баксов. Посмотрите на эти платья, посмотрите, как они выходят. Как будто готовятся на какую-то супер свадьбу. Ну а теперь асфальтовая дорога перед школой превращается в красную дорожку Каннского фестиваля. Копить на выпускной любимого чада родители начинают за 2 года. Помимо нарядов, нужно платить ресторан, аренду машины и подарки учителям. Но денег никто не жалеет. Ради выпускного в Болгарии даже берут кредиты, ведь для болгар это событие важнее, чем свадьба. Выпускник обходится болгарским родителям в среднем 1200 баксов. Я хочу спросить про твое платье. Я слышала, тут они дорогие. Сколько оно стоило? 900. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И главное отличие болгарского выпускного от нашего – болгарские школьники заканчивают школу в 18-19 лет. То есть они уже взрослые дяди и тети, которым официально разрешают пить алкоголь. Праздник не начался, уже все. Самый нарядный уже зашли вовнутрь, так что праздник там. Так что идемте. А тут двор школы уже превратился в огромный танцпол. Все, я выучила! Это легко! Потом шумная тусовка перемещается в классы для официального прощания с учителями и фотосессий за партами. Но не попробовать пообщаться с местными я не могу, поэтому врываемся. Погнали. Любимое занятие местных – выставить огромные колонки во дворе и врубить музыку так, чтоб стекла дрожали. Так проходят все цыганские дни рождения и свадьбы.
Столипиново страшно мне было только первые 10 минут. Да, грязно, мусор везде. Но народ совсем не агрессивный. Непонятно, то ли они сами по себе такие дружелюбные, и все эти рейтинги опасных мест туфта, то ли меня просто спасла договоренность моего гида. Главное, что жив. Hakan altından bir güzel parça gelsin. Только разогрелся. Мой гид сказал, что собирается много местных и поспешил меня увезти. Kanka bir yere atmasın onu. Ya nereye atacak o Marat? Atma gel. Buradan çıkaralım. О, где вы ее бьете, ребята? Что происходит? На коне гоцает посреди улицы на пони. Так, торжественная часть уже закончилась. Все идут сейчас в клубы отпраздновать, в ресторан. Мне праздника не хватило, я хочу с ними. Hello. А можно с вами поехать? А можно я поеду с вами, мы немного пообщаемся? Yes? У меня получилось! Да, я еду на выпускной! Они уже даже в машине начинают пить! Ой, это было очень весело. Вау! И кто, вы думаете, приехал на розовом лимузине? Директриса? Класс! Директор школы с учителями. Вот это да! У нас я такого точно не видела. А у вас так принято, да, чтобы на лимузине прям... For our students. This is a gift for our students. Yes, so they pay for this. Yes, for you. This is our prom today, this evening. В Болгарии принято на выпускной снимать рестораны при самых дорогих отелях. Выпускники уже пошли отпраздновать по полной. Туда не пускают родителей, друзей, и нас не пустили. Хотя я не уверена, что там есть то, что нам можно показывать. Все такие выпускники. Уверен, что в Болгарии на 100 баксов можно провести отличный уикенд. Вот думаю, что у Мишель это хорошо получается. У нее и спросите. Поэтому прячу для вас вот эту вот волшебную купюру. Ни в чем себе не отказывайте, как говорится. Наш болгарский клад ищите в Софии, на площади Болгария. От детской площадки пройдите по дорожке 60 метров на юг и поверните направо. Под валунами вас ждет волшебная бутылка от Орла и Решки. Кто это? Дяду Мраз. Деду Мраз. С этими землянами мы легко нашли общий язык. Видишь, как попало человека сейчас? Болгары, они как мы, разве что в них чуть больше перчика. Пипер, да, чушка. Чушка? Если строить дом, то замок. Если машину, то суперкар. Если плясать, то прямо на улице. Если гулять выпускной, то как бразильский карнавал. Да у них даже монахи веселые. Ви ж ти понуре. С такими землянами точно не соскучишься. Я еду на выпускной! Ну прям, ну чуть-чуть. Пуканки. За зарплатой куда приходить? Водочками. А что, с акцентом сказала? Сами спите в этих комнатах, а у меня их 4.
меня все хорошо. Просто ты бы видел их выпускной. И вот честно, они шумные, даже когда трезвые. И понимаешь, для них снять номер в монастыре – это нормально. И вообще, они такие же, как и мы, только зазеркали. Ну, не знаю, вот богатая жизнь, Ага. честно говорю, такая же, как у нас. Хочешь замок? На тебе замок. Хочешь миллион алых роз? На тебе целое поле алых роз. Я надеюсь, что у следующих землян будет так же круто. Да! Давай, пошли уже, пошли к следу. А ты вообще знал, что у них стол – это стул? За сколько выпьешь воды отсюда? Не за сколько. 200 баксов дают. Ну хорошо, давай. На, держи только. Пока. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Зайти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Красиво. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки – 5895 метров. Все это время команда «Орла и Решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я вообще все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.